Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на обзоре продукция торговой марки Fiore. Многие из вас с ней уже знакомы, но для меня это была первая встреча. Сейчас я вам расскажу о своих впечатлениях. Первым делом меня очень порадовала вот эта вот безумно красивая коробочка. Лаки в нее уложены таким образом, чтобы не пострадать при транспортировке. Также очень удобно то, что гель-лаки имеют два варианта расфасовки. Есть в 8-мл флакончиках и в 12 мл. Вот гель-лак с блестками красненький, который мои клиентки очень полюбили, я взяла в 12-мл флаконе и нисколько об этом не жалею. На каждый флакончик нанесена самая основная информация. Это, конечно же, состав продукта, дата изготовления. И на крышечке здесь поставлена именно капелька цвета из флакона, поэтому капелька на крышке полностью соответствует содержимому. Очень порадовала быстрая доставка товара, потому что мой заказ был отправлен буквально-таки на следующий день после его формирования. Конечно же, ссылочку на магазин данного продукта я вам оставлю в описании, и там, по-моему, действует скидка на всю линейку продукции. Если вы заказываете всю палитру, то можно ее взять с хорошей скидочкой, по-моему, 30%. Внутри флакона у нас довольно-таки удобная мягкая кисточка и очень приятная консистенция. Из всех гель-лаков, которые я попробовала, в 2 слоя выкрасился только один. Все остальные будут чистейшие однослойники, и я уверена, что на руки они лягут тоже в один слой. Топ данной торговой марки тоже безумно понравился, в первую очередь тем, что он не дает синий оттенок в лампе, потому что Настя, моя клиентка, уже давно у меня просит финиш именно такого качества, чтобы он не синил те цвета, которые нанесены у нее на руках. Поэтому она будет просто счастлива, и у меня теперь для нее есть тот продукт, который ей необходим. Ну а сама цветовая палитра данной торговой марки безумно богатая, причем есть очень интересная серия лаков-эффектов, да, уже не гель-лаков, а именно лаковых. Там есть серия кракелюров, и то, что мне понравилось и то, что меня зацепило, это серия хромовых лаков. Собственно говоря, на данный сезон зимнего периода для меня фаворитами 100% станут вот эти 3 оттенка, которые находятся посерединке. Именно с этими 3 оттенками мы сегодня с вами нарисуем целую серию красивых геометрических дизайнов. Итак, поехали. Геометрия. Что такое геометрия? Геометрия – это пересечение всяких разных геометрических фигур. Что у нас относится к разряду геометрических фигур? Это всякие квадраты, треугольники, круги, овалы, многоугольники и все в этом роде.
Для первого дизайна мы для себя расчерчиваем клетку. Здесь самое главное соблюсти расстояние между линиями, чтобы клеточки у нас получились одного размера. Ну и второе, что важно для этого дизайна, это, конечно же, толщина линий. В первую очередь я для себя накидываю дизайн линиями, какие получатся, а потом после того, как уже все готово, прочищаю каждую полосочку, чтобы они получились чистенькие, чтобы закрыть те места, где у меня получились некрасивые стыки, или где у меня линия порвалась, или где какие-то еще моменты получились. Линия получается немножечко потолще, но тем не менее дизайн выглядит очень чистенько. Для того, чтобы провести длинную прямую линию, для тех, кто плохо рисует тонкие линии или еще совсем не рисует, возьмите кисточку подлиннее. Ее буквально-таки приложив на ноготочек и сняв отпечаток, уже можно получить линию той длины, которая вам необходима. Если же рука у вас на рисование тонкой линии поставлена, то вам в принципе будет все равно, какой кистью это рисовать. Главное, чтобы для длинной линии на кисти было достаточно материала. Потому что если материала будет мало, вы просто будете 350 раз добирать краску на кисть, и у вас получится миллион стыков на одной линии, которые потом все придется прятать. Мы же тем временем свои полученные квадраты заполняем овальчиками. У нас получается такой себе цветочек. При этом следим за тем, чтобы у нас овалы соединялись логически, чтобы у нас была логика в соединениях. То есть, чтобы у нас вот эти вот цветочки имели центр, и эти центры находились на равном расстоянии друг от друга. А вот теперь, как я вам и говорила, возвращаемся и прочищаем наши линии. Восстанавливаем те кусочки, где у нас, возможно, линия порвалась. Закрываем те стыки, которые у нас получились. В общем, прочищаем линию, чтобы она стала идеальной. Когда у нас готовы основные элементы, это уже довольно-таки просто сделать и очень аккуратно получается. Теперь нам осталось добавить мелочушечек. В принципе, этот дизайн готов уже на этом этапе. Можно уже ничего не добавлять. Но поскольку мы умеем с вами рисовать мелочи, и вы умеете, все умеют, поэтому их все-таки стоит сюда добавить. Белой чистой красочкой добавляю внутрь лепестков завитушки и расставляю центры у своих цветов.
Вот и готов наш первый вариант. Нам осталось перекрыть его финишем, и в принципе больше мы ничего сюда добавлять не будем. Хотя вот эту вот белую прорисовочку можно было сделать поверх финишного покрытия и чем-нибудь присыпать, тогда бы получился дополнительный объем этому дизайну. Обязательно попробуйте повторить и присылайте мне свои работы в Инстаграм по хэштегу «Повторю за Шалуновой». Для второго дизайна разметку расставляем точками, потому что здесь клетку мы рисовать не будем, но тем не менее будем рисовать те же самые овальчики и точно так же собирать их в лепестки цветов, как и в предыдущем варианте. Но при такой разметке, при такой расстановке точек у нас получается не четырехлистный цветочек, а шестилистный. В данном случае вот эти разметочные линии для нас в конечном итоге значения иметь практически не будут. Их почти не будет видно, но тем не менее они дадут легкое ощущение объемности. Поэтому при рисовании разметки в данном случае я сильно не стараюсь, и вы дальше поймете почему. При монтаже этого видео я честно пыталась его ускорить, но тогда становится совершенно непонятно, что я делала. Поэтому медленно, просматривая каждое движение, рисуем все элементы, которые нам нужны. Теперь серебряным гель-лаком с блестками заполняем наши цветочки. И вот здесь вот уже вырисовываем ту форму листиков, которую нам необходимо. И если у нас где-то что-то пошло не так, на этом этапе мы можем все исправить. Здесь мы можем взять листик либо покрупнее нашего подмалевка, либо немножечко поуже. А вот теперь наводим окончательную чистоту белой красочкой, вензельными элементами, расставляем блики на наших получившихся лепестках. И именно эти блики прячут косяки нашего подмалевка.
Серединки цветочка в данном случае можно добавить чем угодно. Можно вставить сюда какие-то блестюшки, можно стразики. Я же решила нарисовать вот такие вот спиральки, хотя можно было ограничиться и просто точечками. После окончания прорисовки перекрываем дизайн финишем, на этом дизайн готов. В этом дизайне я решила задействовать хром-лак. Что же такое хром-лак? Это не гель-лак, это лаковый материал, который сохнет на воздухе. При этом после высыхания пигмент у него располагается таким образом, что получается идеально зеркальная поверхность. Но в работе данным материалом выявился такой нюанс, что по липкому слою он растекается. Поэтому для того, чтобы он был контролируемый, перекройте свой типсик финишным покрытием и уже по просушенному финишу рисуйте те элементы, которые вам необходимы. Высыхает же этот материал довольно быстро, поэтому задерживаться на просушку слишком не придется. Но еще такой маленький нюанс: когда будете перекрывать финишем, проконтролируйте все бока. Здесь на одной стороне типсинки я финиш не довела, и он у меня получился немножко бугристый. И в этом месте точно так же буграми подчеркнул это все хром. Итак, мы нарисовали для себя клетку хромовым лаком более толстыми линиями. И теперь тонкими линиями обводим это все с двух сторон по контуру. Опять же, эти линии позволяют нам прочистить те косяки, которые у нас получились на предыдущем этапе. То есть на этом этапе нам нужно постараться, чтобы линии стали уже чистенькие, красивенькие, чтобы мы спрятали все грехи, которые у нас получились в предыдущем варианте. И дальше мы еще разочек сможем спрятать уже более светлыми линиями те косяки, которые получились здесь. В общем, девочки, если у вас получаются косяки, добавьте еще парочку линий, потому что они привлекут к себе внимание и уберут внимание с тех линий, которые у вас не получились. Единственный момент: даже пользуясь этой логикой, в конце концов, хоть какие-то линии, но вам нужно сделать идеальными. Итак, белым цветом разбиваем свои элементы на более мелкие клетки. У нас получается такая себе шотландка.
При желании можно добавить этот дизайн точками, но это только в том случае, если вам предыдущих полосочек показалось мало. Если же вам достаточно, то на этом стоит остановиться. Вот, собственно говоря, такая серия потрясающей геометрии у нас с вами сегодня вышла. Если вы будете повторять, пересматривайте этот ролик кусочками и повторяйте каждый кусочек отдельно, потому что пересмотреть все целиком, запомнить у вас не получится, будет бардак. Поэтому разбивайте просмотр этого ролика на куски, отрабатывайте каждый дизайн, и когда вы его отработаете, у вас уже не будет возникать вопросов, что же здесь делалось. А я надеюсь, заслужила лайк от вас. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Мы с вами увидимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!